Bluetooth версии 5.2. Умный будильник. Спать в них удобно. Функция мультиподключения на борту. Управление музыкой и камерой. Зарядка браслета просто через кабель Type-C всего за 30 минут с нуля. Внешние часы смотрятся очень красиво и дорого. Пульсоксиметр и пульсометр на борту работают хорошо. Циферблатов хватает. Управление плеером и громкостью есть. Даже во время отслеживания активности. Как гарнитура просто супер. Разговаривать можно до 7 часов кряду, притом на максимальной громкости. Можно одновременно подключать к двум устройствам. На 3 дня использования в качестве браслета и Bluetooth гарнитуры в принципе хватает. Внутри установлен новый чип Kirin A1, меню пока только на английском, сообщение на русском показывает. Акселерометр, гироскоп, датчик освещения, датчик холла и уровень защиты IP57. Большой дисплей и есть возможность купить в металлическом корпусе. Уникальный браслет. Tube 662, всем привет, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, минимум 5 обзоров в неделю выгружаю. Ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band 5 серии за лайк, подписку и любой комментарий к любому видео. В описании условия дополнительных розыгрышей, там всегда море девайсов. В этом месяце в сумме разыгрываю их целых 20. Розыгрыш 30 числа каждого месяца на стриме, стримы сохраняю. Подробная информация в описании. Подписывайтесь с колоколом, пишите, что еще купить на обзор, и не забудьте добавиться в телеграм-канал со скидками и промокодами для Алиэкспресса в прикрепленном комментарии. А сейчас основное про новый браслет с функцией гарнитуры Huawei TalkBand B6. Вскрыли посылку после пластиковой колобашки в 5 версии этого браслета. Упаковка выглядит очень презентабельно. Сильно походит на то, как Huawei пакует свои умные часы. Вскрыли браслет, 2 сменных амбушюра фиксатора, инструкция на китайском и кабель для зарядки. В принципе, все. Первый шок — инструкция полностью на китайском языке, но как старый гик я сразу проверил, есть ли инструкция в программе. И, конечно, она была. Пусть и не на русском, но уже на английском. Шок номер 2. Кабель для зарядки Type-C. Сразу начинаешь думать, куда его вставлять. Оказывается, все довольно просто. На браслете зажимаются физические кнопки и вылетает капсула. И здесь 2 предупреждения. Воды браслет боится, и быстрой зарядкой заряжать его не стоит. Несмотря на IP57, там много разных ограничений, о них я расскажу далее. Желательно просто подключать к компьютеру через USB концентратор, и будет вам счастье и долголетие вашего девайса. Следующий шаг: после зарядки скачиваем Huawei Health и подключаем часы. Это уже не первый их девайс у меня, но каждый раз удивляюсь, как быстро их устройства сопрягаются и как долго они обновляются. Подключили, обновили, поняли, что функций в программе не так много, но достаточно. Основное — это смена циферблатов, суммарная статистика, мониторинг сна, стресса и пульса. С напоминанием себя взбодрить, если долго сидите. И вот он, первый фейл. Пульсоксиметр есть, но уровень кислорода можно считать только вручную. Проще говоря, автоматом как пульс, перманентно он считать у вас уровень кислорода не будет. В принципе, если честно, ни одного девайса я пока не встречал, который бы считал уровень кислорода перманентно без запуска его в мануале. Справка на английском, удобная и подробная. Будильник притом еще и умный. Погода, добавление контактов, которые вы сможете набирать прямо с браслета, их, кстати, добавляется до 30 штук. Уведомления от всего, что вы выберете, и настройка устройства. В ней вы можете настроить подключение к 2 девайсам одновременно, чтобы иметь возможность принимать вызовы с 2 телефонов. Разрешать управление музыкой, включая громкость, которой можно управлять и во время активности, уведомления об отключении Bluetooth и активация поворотом запястья, которая отрабатывает здесь очень даже неплохо. Ну и, конечно же, возможность обновления ПО. Watchface'ов мало, можно заморочиться и установить кастомные, но я не стал. Ремешок быстросъемный, на Али уже есть такие в продаже, и металлические тоже. Меню браслета вы сейчас видите, и из стандартных функций я бы хотел выделить несколько вещей. Смысла перечислять все нет, вы и так все видите, все максимально стандартно, со свайпами, менюшками и кольцами активности. Классно, что в них есть мультизадачность, можете выйти из секундомера, пока он отсчитывает время. Удобно, что есть возможность фанатам рабочего процесса считать стресс. Я не особый фанат, поэтому это дело мне не нужно. Звуковых оповещений, несмотря на наличие динамика, нет, но есть настройка вибро, настройка яркости экрана, кольца активности, как я уже говорил, и Alipay, который в России в принципе бесполезен. Нет GPS и нет NFC модуля. Размеры 56 мм на 23 на 12 мм без ремешка. 44 на 20 на 11 мм это только модуль гарнитуры, в принципе не такой толстый, как их прошлая модель. Вес 29 граммов без ремешка. Процессор Kirin A1, дисплей 1,53 дюйма, изогнутый AMOLED. Разрешение 460 на 188 пикселей. Напоминаю, что там стоит Bluetooth версии 5.2, что очень круто, с дальностью подключения до 150 метров, но опять же мы помним про первое — это препятствие, второе — это электромагнитные поля, и третье — обязательно помним про то, что опять же ваш телефон должен иметь тот же самый Bluetooth, соответственно все эти плюшки нивелируются тем, что
что телефон с версии Bluetooth 5.2 очень мало. Зарядка через USB Type-C, аккумулятор на 120 мАч, акселерометр, гироскоп, датчик сердечного ритма, датчик освещения, датчик холла и уровень защиты у браслета заявлен IP57. Но здесь прямо в инструкции написано, что он не подходит для подводного плавания, дайвинга, горячего душа и других видов подводного спорта. В общем, я бы его мочить не советовал. На моем запястье с окружностью 17 см выглядит браслет нормально. На женской руке выглядит вообще отлично, не громоздко. На крупных мужских руках будет выглядеть, наверное, еще лучше, потому что все-таки браслет не очень маленький. Теперь магия. Когда браслет превращается в гарнитуру, по автономности в режиме гарнитуры, как я уже и говорил, поедает он 7% за 30 минут разговора на максимальной громкости, лично у меня. Опять же, тестировал я его с телефоном Huawei P40 Pro. Соответственно, 15% в час он кушает. Итого на полном заряде можно говорить почти 7 часов с максимальной громкостью. Если использовать его как гарнитуру не слишком часто, 3 дня он выживет. Но скорее всего вам придется его заряжать каждые 2 дня. Отрабатывает гарнитура ничуть не хуже, чем микрофон телефона, в ухе держится отлично, несмотря на довольно лютые габариты, при том, что во время разговора свайпами можно менять громкость гарнитуры. Для прослушивания музыки полностью бесполезный девайс. Выступающие края браслета за одежду не цепляются. Уведомления приходят на русском языке. Вибра настраивается, по умолчанию, кстати, стоит минимальная, сразу его нужно менять. Циферблаты есть настраиваемые, по посадке в ухе спортом заниматься можно, главное правильный амбушюр подобрать. Заряжается очень быстро, всего 30 минут с нуля, это прям космос. Камерой можно управлять только с телефона Huawei, ничего в принципе не поменялось. Может быть у кого-то еще получится, но у меня не получилось с другими девайсами запустить камеру с браслета. Русский язык, думаю, скоро будет вставать автоматом, но только после того, как они решат данный браслет продавать в России официально. На руке смотрится аккуратно, собеседник тебя слышит как в телефоне, цену можете посмотреть как отзывы по ссылке в описании к видео. Два вида исполнения: дорого в пластике и очень дорого в металле. Резюмирую, штуковина странная, мега качественная и удобная, нишевая и дорогая. Мне понравилось. Добавляйтесь в телеграм-канал со скидками в прикрепленном комментарии, если понравилось. Берите с промиками и купонами, когда будет распродажа. Подписывайтесь с колоколом, ставьте лайк за труды. Следующий обзор будет на бюджетные наушники на шнурке Realme. Спасибо за просмотр. Девайсу да или нет, пользы не отдаст ответ. Добра и удачи вам, дорогие друзья.